Девчонки, всем привет! С вами Катрин Солнечная, Prestige Model Agency. И сегодня мы обговорим о тех моментах, которых чаще всего остерегаются перед поездкой на контракт. Будь это первый контракт, второй, пятый, десятый, не имеет значения, эти пункты всегда будут актуальны. И первый пункт из этого списка – это соседство. Как правило, клубы предоставляют проживание по 2, 3, 4 человека в комнате. И это могут быть совершенно разные люди из разных стран, говорящие на разных языках, выбирающие разную музыку, интересы, совершенно разных взглядов на жизнь. И первый мой совет здесь – посмотреть на это с положительной стороны прежде всего, потому что где еще вы будете разговаривать и общаться с человеком, который может быть абсолютной противоположностью вам. Возможно, да, это доставляет определенные неудобства, но если смотреть на все это как на позитивный опыт, на возможность обогащения собственного опыта жизненного, опыта путешествий, опыта общения, взаимодействия и умения находить общий язык с совершенно разными людьми, что в принципе будет очень полезно в вашей работе, это классно. Это классно, потому что где еще мы возьмем такую возможность, да, познакомиться, заговорить с девчонками, которые смотрят даже на жизнь, возможно, совершенно иначе. Здесь же, конечно, существуют сложности в том, что у всех свой разный распорядок дня. Разные взгляды на чистоту и порядок, разные ритмы, режимы, разные способы отдыха. И здесь очень важно изначально, буквально да, на первых порах договориться, уметь обозначить свои границы и поинтересоваться границами человека, с которым вы теперь сосед. Прежде всего, да, я не говорю о том, что вы приезжаете и должны прям вот с порога открыть дверь ногой и сказать: «Здорово, Валя, мои правила такие, живем теперь так». Прежде всего, начинайте диалог так, чтобы с вами хотелось разговаривать с добрым голосом, с улыбкой, с интересом и с возможностью услышать своего соседа, да, услышать своего оппонента, человека, с которым вы разговариваете, чтобы вы были услышаны и чтобы вас тоже услышали. Поделитесь тем, как вы отдыхаете. Расскажите, что вот, например, у вас там правило, чтобы вот, вы хотели бы, чтобы там, например, окна были закрыты, когда вы спите, чтобы по телефону никто не разговаривал. Например, вообще личные разговоры по телефону можно предложить проводить за территорией квартиры, да, чтобы не было вот этого дискомфорта. Обозначить, в каком режиме вы, в принципе, спите, отдыхаете, восстанавливаете, кто за кем идет в ванную, какие правила в ванной и так далее. Вплоть до того, что из слива надо убирать волосы, это все надо обговорить с самого начала, чтобы не было потом вот неприятных каких-то моментов. Режим, да? Прежде всего договоритесь о своем режиме. При этом постарайтесь, чтобы не только вы диктовали свои условия, а чтобы вы могли договориться, чтобы это не было такой диктатурой жесткой, несмотря на то, что сколько кто живет и как долго. Если вы будете разговаривать с добрым голосом, с улыбкой на лице и будете хотеть договориться, то, как правило, вас обязательно услышат, и это не будет проблемой, это будет просто очередное приятное знакомство в вашей жизни, очередной этап. Далее, сложность соседства может заключаться в том, что, как я уже говорила, разные люди смотрят по-разному на чистоту и порядок. Здесь тоже важно договориться о графике уборок. Это правило повсеместное, рабочее, причем, да, кто прощелкал свое дежурство, дежурит на следующий день, и, как правило, к этому быстро привыкают. Договоритесь о том, кто когда и убирает. Проговорите эти моменты. Здесь, в принципе, как правило, девчонки умеют договариваться, и если вы чистоплотные, то все будет хорошо. Очень важно следить за чистотой, сохранностью тех вещей, которые вам доверили. Кровать, тумбочка, шкаф, кухонные принадлежности, все, что есть, да, должно соблюдать тот первозданный вид, в котором
вам это доверили, вы должны также все оставить в таком же состоянии. Про чистоту проговорили. Сложное соседство еще может заключаться в чем? Ну, в связи со сложившейся обстановкой, да, возможно, столкновение интересов, и здесь очень важно сохранять одно правило, которое действует как на работе с кастами, так и дома с соседками: не обсуждать политику, национальность, религию и какие-то семейные ценности, семейные приоритеты. Ставьте свободное мнение и свободу мнения, свободу приоритетов каждому из присутствующих. Как правило, да, ни до чего хорошего не доводят такие разговоры, поэтому их лучше избегать. Это не говорит о том, что вам нужно менять свое мировоззрение или уступать кому-то. Нет, ни в коем случае. Вы можете оставлять свои ценности себе, доверив чужие ценности на сохранность этому человеку. Да? Каждый имеет право на свое собственное мнение, на свои личные взгляды, свои личные приоритеты. Поэтому друг друга уважаем, ценим и сохраняем такой нейтралитет, не затевая лишних разговоров на такие вот конфликтообещающие темы. Просто, да, чтобы не портить атмосферу в своем же доме, потому что сейчас вы там проживаете, это то место, где вам нужно восстанавливать силы, заряжаться силами и выстраивать свое настроение. И также хотелось бы сказать про соседство, что бывают совершенно разные ситуации, когда, слава богу, они очень редкие, действительно, они очень редкие, когда девчонки не находят общий язык в одной комнате. Всегда все можно решить. Если вы столкнулись с какой-то ситуацией, какую вы не можете решить самостоятельно, жесткая травля, буллинг, возможно, даже воровство, да, от собственной соседки, вы все это знаете и наблюдаете, и вы пытаетесь это решить лично, но не получается, очень важно тут не молчать долго. Все можно решить. Проговорите, поделитесь этой информацией со своим менеджером. Мы сможем разрулить неким образом эту ситуацию путем взаимодействия с руководителем, с боссом заведения. Попробуйте поговорить и с боссом в том числе. Всегда можно переехать. Ну, действительно, вопрос решается довольно быстро. Можно переехать, сменить комнату, сменить апартаменты. Все можно решить. Главное, пожалуйста, не молчите. Если не расскажете вы, то вряд ли расскажет кто-то другой. Ни у кого нет дела ни до кого, кроме себя лично, да, поэтому если вы не поделились, то вряд ли вашими сложными отношениями заинтересуется кто-то другой. Поэтому проговаривайте, делитесь, и мы обязательно вам поможем.